Привет, Арми. Неужели дрожащее признание Чингука, произнесенное со спокойной улыбкой, едва скрывавшей месяцы усталости, тихонько знаменовало не только поворотный момент в его физическом восстановлении после изнурительного тура РНК 2026, но и более глубокое откровение о скрытой цене мировой суперзвездности? Вопрос может звучать драматично, даже преувеличенно. Но для миллионов, которые следили за каждым вздохом, каждой высокой нотой и каждой ночной трансляцией самого молодого участника BTS, он вовсе не казался преувеличенным. Он казался неотложным. Несколько недель в фан-сообществах ходили слухи. Кадры заключительной части тура РНК 2026 разбирались покадрово. Внимательные фанаты заметили едва заметные изменения, чуть более медленный шаг между переходами хореографии, короткую руку, прижатую к боку перед сменой ракурса камеры, голос, который звучал чуть более напряженно во время выхода на бис. Это просто усталость. Сезонное заболевание. Или за ослепительными огнями сцены происходило что-то более серьезное. Когда Чингук наконец заговорил, атмосфера мгновенно изменилась. «Мне становится лучше», — ободряюще сказал он. «Пожалуйста, не волнуйтесь слишком сильно». Простые слова. Мягкий тон. И все же эти слова звучали тяжелее, чем казались на первый взгляд. По любым меркам, тур РНК 2026 года был монументальным достижением. Стадионы на разных континентах были заполнены. Спрос на билеты превзошел все ожидания. Хореография была отточенной, живые выступления амбициознее, а качество постановки выше, чем когда-либо. Для BTS это была еще одна историческая глава в карьере, уже отмеченной рекордными достижениями. Однако история редко фиксирует тихую цену совершенства. Источники, близкие к постановке, описывали графики, которые оставляли мало времени на физическое восстановление, выступления один за другим в разных часовых поясах, пресс-конференции, наложенные на репетиции и перелеты, которые сливались воедино. Для исполнителя, известного тем, что он выкладывается на полную, преданность Чингука безупречным выступлениям, возможно, стала одновременно его величайшей силой и величайшей уязвимостью. Первые опасения у фанатов возникли во время одного из финальных концертов. Его обычная взрывная энергия, фирменный спринт по расширенной сцене, выглядела несколько сдержанной. Да, это незаметно. Но ARMY замечают все. В течение нескольких часов появились видеоролики. С ним все в порядке? Он просто устал, настаивали другие. Тур был долгим. Затем появились сообщения о том, что Чингук вернулся домой изможденным. Никаких драматических госпитализаций. Никаких официальных медицинских заявлений. Но в индустрии, где айдолы часто преуменьшают свою боль, слово «измотан» имеет свой вес. Изнеможение может быть завуалированным, физическое истощение, перенапряжение иммунитета, эмоциональное выгорание или все вместе. Когда Чингук обратился к фанатам напрямую, он ничего не драматизировал. Он не перечислил симптомы. Вместо этого он просто попросил их не слишком волноваться. И сама эта просьба была показательной. Зачем просить о меньшей тревоге, если он не знал, насколько сильно люди уже волнуются? Те, кто следит за Чингуком с момента его подросткового дебюта, понимают нечто важное: он редко проявляет уязвимость без намерения. Сила всегда была частью его образа. Надежность всегда определяла его. Поэтому, когда усталость заставила его сбавить темп, это показалось символичным. За гламуром тура скрывалась экстремальная физическая нагрузка. Инсайдеры индустрии подсчитали, что артисты сжигают 1000 калорий за выступление. Добавьте к этому смену часовых поясов, недостаток сна и постоянное напряжение голосовых связок, и даже самые сильные тела в конце концов начинают протестовать. Фанаты заметили небольшие закулисные моменты. Он дольше откидывался назад в кресле на репетиции, закрывал глаза, массировал горло между дублями. Не жалобы. Просто тихая выносливость. Но у выносливости есть пределы. Психологи описывают явление, называемое отложенным спадом. В периоды высокого уровня адреналина, такие как гастроли, артисты преодолевают усталость силой воли.
Как только график замедляется, организм перестраивается. Симптомы усиливаются. Иммунитет ослабевает. Спад наступает после того, как внимание публики угасает. Неужели с Чингуком случилось то же самое? Во время заключительных мероприятий тура участники группы стали внимательнее к нему относиться. Рука на его плече. Тихий взгляд. Нежные жесты, которые говорили громче слов. Официальных заявлений не требовалось. Их забота была очевидна. Затем началась прямая трансляция. Он выглядел мягче. Спокойнее. «Я отдыхал», — сказал он. «Я забочусь о себе». Эти слова вызвали сильные эмоции у фанатов. Посыпались сообщения. «Не торопись. Здоровье превыше всего. Мы подождем». Что отличало этот момент, так это его искренность. Он не превозносил переутомление. Он не представлял истощение как героическое явление. Он просто признал улучшение. Улучшение. Не идеальное. Не полностью восстановившееся. Просто движение вперед. И этот реализм ощущался очень сильно. Медицинские специалисты рекомендовали структурированный отдых. Перерывы на голосовые связки. Снижение интенсивности тренировок. Контроль за питанием. Ничего угрожающего жизни, просто необходимое восстановление. Для человека, известного своей самокритичностью и перфекционизмом. Замедление темпа, возможно, далось сложнее, чем преодоление трудностей. Однако что-то изменилось. В прежние годы стойкость означала молчаливое перенесение боли. Теперь же стойкость, казалось, означала отступление. Фанаты начали размышлять о своей собственной жизни. Один вирусный пост гласил: «Если Чингук может отдыхать, то и мы можем». Постепенно повествование трансформировалось. Паника сменилась терпением. Беспокойство переросло в поддержку. Встречи стали более редкими. На видео с репетицией стало больше перерывов. Он смеялся свободнее. Его движения выглядели легче. Напряжение, казалось, исчезло. Это было изменение в сторону освещения. Или настоящее восстановление. Вероятно, и наука, и время. Восстановление после глубокого истощения происходит постепенно. Энергия возвращается волнами. Хорошие дни и дни спокойствия. Слова Чингука становятся лучше, идеально это отразили. Тур Аран запомнится своими художественными достижениями. Но для фанатов это событие может также запомниться как момент, когда они столкнулись с ценой своего блеска. Ведь какова цена постоянного совершенства на мировой арене? История Чингука не просто личная. В индустрии развлечений все громче звучат разговоры о выгорании, психическом здоровье и устойчивом графике. Его тихая честность придала вес этой дискуссии. Эмоциональной кульминацией стал недраматический крах. Это было спокойное заявление. «Мне становится лучше». Иногда самые тихие новости приносят наибольшее облегчение. Самое удивительное не то, что он был истощен, истощение было почти неизбежным. Удивительно то, что он выбрал прозрачность, вместо того, чтобы притворяться, что ничего не произошло. Эта честность укрепляет доверие. А доверие – это основа связи BTS с миром. Теперь, когда приближаются будущие проекты, фанаты приветствуют также громко, но с большей осознанностью. Они отмечают важные события, одновременно призывая к отдыху. Они поддерживают амбиции, одновременно заботясь о здоровье. Потому что сила – это не бесконечная производительность. Это устойчивый ритм. Да, он был измотан. Да, он идет на поправку. И иногда самое мощное возвращение начинается не с фейерверков или внимания публики. Оно начинается тихо, с обещания отдохнуть, восстановиться и снова уверенно подняться, без извинений. В
последующие дни мир вокруг Чингука, казалось, замедлился, пусть и незначительно. Не было никаких громких заявлений, никаких драматических новостей, никаких тщательно спланированных возвращений, призванных доказать силу. Вместо этого восстановление разворачивалось тихо, почти незаметно, в маленьких, обычных моментах, которые редко запечатлевают камеры. Поздние утра без будильников. Еда, съеденная без спешки между репетициями. Разговоры с персоналом, которые не были втиснуты между обратным отсчетом до следующего выступления. Для человека, который годами жил в условиях жесткого графика, эта тишина, должно быть, казалась непривычной, возможно, даже некомфортной поначалу. И все же иногда именно тишина – это то, чего требует тело. Без рева стадионов и ослепительного жара сценических прожекторов усталость наконец-то могла проявиться во всей красе. Адреналин, который раньше маскировал боль, угас. Мышцы, которые выдержали бесчисленные танцевальные паузы, начали требовать настоящего отдыха. Вокал, который взмывал ввысь на аренах, теперь требовал тишины. Это была не слабость, это была биология. Даже элитные спортсмены строят целые сезоны вокруг периодов восстановления. Но в мировой поп-культуре, особенно на уровне BTS, импульс редко останавливается. Машина продолжает двигаться. Контент продолжает выходить. Ожидания продолжают расти. Поэтому решение замедлиться было не только физическим. Это было психологическим. В течение многих лет Чингук был известен как участник, который дольше всех тренировался, который повторял хореографию после того, как все остальные уходили домой, который стремился к совершенству с почти неустанной интенсивностью. Отдых не давался ему легко. Отдых мог ощущаться как отставание, как разочарование, как недостаточное усилие. Но на этот раз произошел тонкий сдвиг. Вместо того, чтобы сразу же заставлять себя возвращаться к репетициям, он позволил паузе существовать. Позже сотрудники описывали, как он проводил больше времени, просто слушая музыку, свое тело, тишину вокруг. Иногда он сидел в наушниках, с закрытыми глазами, не изучая хореографию и не просматривая видеоматериалы, а просто дыша. В другое время он непринужденно разговаривал с танцорами и менеджерами, и эти разговоры не имели никакого отношения к работе. Обычные разговоры. Разговоры, которые люди забывают, что важны, пока не потеряют их. Для поклонников, наблюдающих издалека, эти детали могут показаться незначительными. Но небольшие изменения часто сигнализируют о самых глубоких трансформациях. Потому что восстановление – это не только возвращение к выносливости. Это перенастройка приоритетов. И постепенно появились признаки этой перенастройки. Когда Чингук вернулся для коротких публичных выступлений, в его энергии было что-то другое. Не взрывное. Не чрезмерно отполированное. Просто комфортное. Его улыбка держалась дольше. Его плечи не выглядели такими напряженными. Он смеялся, не задыхаясь сразу. Неистовый настрой, некогда определявший каждое движение, сменился чем-то более размеренным. Это была уже не энергия человека, пытающегося доказать что-либо. Он был в порядке. Это была энергия человека, которому действительно становилось лучше. Фанаты заметили это сразу. Не потому, что он делал больше, а потому, что он, казалось, чувствовал себя комфортно, делая меньше. Как ни парадоксально, это спокойное присутствие вселяло в людей больше уверенности, чем любое драматическое заявление. Никаких речей о силе. Никакого героического повествования. Просто тихий прогресс. И эта тишина казалась настоящей. Возможно, в этом и заключается скрытый урок всей этой главы. Годами фанаты восхищались Чингуком за его безграничную энергию, золотым Макне, который мог петь, танцевать, бегать по сцене и при этом улыбаться, словно у него бесконечное топливо. Но, наблюдая за его отдыхом, за тем, как он заботится о своем здоровье, они увидели другой вид силы. Более тихий. Более устойчивый. Тот, который длится вечно.
Потому что суперзвездность часто учит исполнителей игнорировать свои ограничения. Но долголетие требует уважения к ним. И, возможно, просто возможно, этот период после тура «Аран» был не просто фазой восстановления. Возможно, это была перезагрузка. Мягкое переосмысление того, как должна выглядеть преданность делу. Не жертвовать собой до изнеможения. А баланс. Не давить до предела. А размеренный темп. Если ранние годы его карьеры были посвящены доказательству того, как далеко он может зайти, то этот момент ощущался как урок того, как долго он может оставаться. И для человека, у которого впереди еще далекое будущее, этот урок может быть ценнее любой записи или аншлагового стадиона. Поэтому, когда Чингук сейчас улыбается и тихо говорит «я становлюсь лучше», это больше не звучит тяжело. Это звучит обнадеживающе. Не как извинение, а как обещание. Обещание, что он вернется не поспешно, не насильно, но сильнее, потому что он позволил себе время, чтобы как следует восстановиться. И для миллионов зрителей этого обещания более чем достаточно. Когда свет гаснет и эхо тура медленно затихает, становится ясно одно. За каждой безупречной сценой, за каждой мощной высокой нотой, за каждым захватывающим дух выступлением все еще есть человеческое сердце, которое учится замедлять темп. Чингук не произносил драматической речи. Он не просил сочувствия. Он просто сказал «мне становится лучше». И каким-то образом этого было достаточно. Потому что, возможно, сила заключается не в том, чтобы никогда не уставать. Возможно, она заключается в умении вовремя отдохнуть. Возможно, она заключается в выборе исцеления вместо давления, баланса вместо совершенства и здоровья вместо бесконечных ожиданий. Сцены снова загорятся. Музыка снова возродится. И когда он вернется, это будет не потому, что он заставил себя. Это будет потому, что он готов. Поэтому до этого дня мы ждем. Не с беспокойством, а с доверием. Не со страхом, а с любовью. Отдохните хорошо. Полностью восстановитесь. Мы будем здесь. Всегда.